Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с интересными новостями Армении и Азербайджана. Ильхам Алиев сделал громкое заявление. Мы хорошо знаем, кем и с какими целями армянский народ был переселен на наши земли в Карабах и Зангезур. Я вам вчера показывал эту карту и сегодня, вот что вся территория Азербайджана была, вот как она выглядит. А сейчас, судя по этой карте, так, извиняюсь, получается, что армяне заселили азербайджанские земли. Вот, начиная где-то отсюда, на границе с Ираном, и кончая здесь уже практически озеро Севан или Гейча. И раньше здесь вот проживали азербайджанцы. И вот Ильхам Алиев сделал такое заявление. Сейчас знакомлю, что здесь пишут. Когда армянский народ был переселен на наши земли в Карабах, в Зангезур, кем был переселен, как был переселен, с какой целью, мы хорошо все это знаем. Так, об этом вчера рассказал Ильхам Алиев, констатировав, что армян никогда не было государства на нашей территории на Южном Кавказе. Президент Азербайджана сказал: если когда-то то и было, еще неизвестно, что государство они пытаются приписать себе. То есть армяне здесь не жили, поэтому мы обязательно должны предъявить это в целенаправленном виде, в организованном порядке, в правильной форме. Уверен, что мы добьемся этого. Глава государства сказал, что параллельно с этим нам необходимо совместными усилиями разработать концепцию возвращения в Западный Азербайджан. Этот вопрос стоит в нынешней повестке дня. Именно сейчас, после разрешения Карабахского конфликта. Конечно, говорить пока это можно было и раньше, но сейчас нельзя терять время. Должна быть подготовлена концепция возвращения. Опять-таки, эта концепция, как говорится, должна быть миролюбивой, он говорит. Мы должны взять приемлемые для нас положения всех международных конвенций и требовать свои права. Концепция возвращения должна быть, подчеркнул Ильхам Алиев. Ну и вот, как я вам говорил, эта карта, вот она, это Карабах, период Азербайджанской Демократической Республики, 1918-20 год. И вот вся эта территория, вот смотрите, огромная территория, практически до Турции. Раньше ведь, как получается, азербайджанские земли были конкретно соседями с турецкими землями. А теперь смотрите, что получилось по этой карте. Видите, как разрезали территорию Азербайджана, и здесь армян поселили. Это коммунисты поселили в то время, после революции. Получается, разъединили семьи азербайджанцев, которые проживают на Хичеване. И здесь, вот, получается, как бы Ильхам Алиев говорит, все равно мы добьемся этого, что соединятся наши земли. И вот сейчас я вам еще подробнее зачитаю, как эта ситуация выглядела в то время, еще 18-20-е годы. Это показано, вот карта в период Азербайджанской Демократической Республики, 18-20 год. 27 мая 18 года, после 120-летнего почения России, азербайджанский народ создал независимое государство в Северном Азербайджане. Декларация независимости Азербайджанской Демократической Республики объявила, что является законной наследницей земель Северного Азербайджана, оккупированных Россией на основе Гюлистанского в 13 году и Туркменчайского в 28 году договоров. В декларации независимости было отмечено, с этого дня народы Азербайджана обладают суверенными правами. Азербайджан, состоящий из Восточного и Южного Закавказья, является полноправным независимым государством. Ну вот так на карте показано, что вот Азербайджан, вот его территория, а Армения, смотрите где. Армения вообще она выше, вот ее небольшая Ереван написано. И то здесь непонятный вопрос, потому что тут спорный еще вопрос, чей Ереван, потому что тоже вот, видите, под таким цветом желтым здесь практически рядом. И озеро Гейча или Севан пополам было. Гейча, правильно, да. И вот она разделена как бы пополам между Арменией и Азербайджаном. Здесь были, видите, азербайджанские земли. Вот здесь, таким еще салатовым цветом. Так, извиняюсь. Азербайджанская Демократическая Республика опубликовала юридические и политические
обоснованную географическую карту своей территории. Азербайджанская Демократическая Республика стремилась восстановить свою юридическую власть по всей исторической территории Карабаха, являющей неотъемлемой частью Азербайджана. В то же время только что объединенная Армянская, Арадская республика выдвинула свои необоснованные претензии на Карабах. Правительство Азербайджанской Демократической Республики отвергло эти притязания. И после этого вот начался геноцид. И там, получается, сложилась такая ситуация, что в конце 19-го, весной 20 года вооруженные бандитские группировки армянских дашнаков на территории Зангезура учинили массовое уничтожение мирного азербайджанского населения. Они атаковали, да, в горных селениях уезда. Их атаки стали обычным явлением. Армянские бандитские группировки весной и летом 2018 года учинили многократные акты насилия против мусульман уезда. Армяне преграждали поток реки Тертер, направляли ее в другое русло, оставляя без воды посевы жителей Азербайджана. Вооруженные армяне напали на мирных жителей в этом Джебраильском уезде Карабаха. Постоянно, говорю, участились эти, как сказать, нападения на азербайджанские территории. И вот теперь Ильхам Алиев, говорит, показал эту карту, что хватит уже, мы хозяева этих земель. И в планах, я думаю, на ближайшие эти годы Ильхам Алиев, видно, уже составил план освобождения этих территорий. Не зря он делает такие заявления, что Зангезур — это территория Азербайджана, Ереван — это бывший азербайджанский город. Так что вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.